Ребят, всем привет! Сегодня у нас вот такая вот посылка на распаковке, 2 коробочки. Сейчас мы откроем, посмотрим, что у них приехало, и также немножко пробежимся по описанию, характеристикам и так далее. Начнем вот с этой маленькой. Это отложим пока. Здесь, по идее, должны приехать батарейки. Вот, как всегда, от них приезжает коробка мятая. Не знаю, где ее пинают. Вот, но батарейки пока еще ни разу не пострадали. Так что как бы в этом магазине давно заказываем, и пока все устраивает. В такой большой коробке вот такие вот небольшие батарейки. Это батарейки вот CR2032. Они идут в материнку, в ключи, в брелки. То есть у меня термометр Xiaomi, который меряет влажности, температуру вот на таких батарейках. То есть я постоянно их юзаю, как бы меня устраивает. В принципе, работают без нареканий. Вот, ну и цена, соответственно, подходящая. Лучше, конечно, брать, когда много берешь, там вот таких штук по 5, получается дешевле. И довольно часто они присылают купоны там прям в сообщениях. Вот, поэтому как бы купоны Letyshops, и, собственно, получается неплохой кэшбэк, в принципе. Вот. Ссылочку оставлю, кому нужно. В общем, рекомендую батарейки, мне нравится. Перейдем вот к этой посылке. Эту посылку я тоже заказывал на AliExpress, Tmall. Вот, доставка по России. Доставили, довольно быстро, что-то в течение еще дней 5, по-моему. Честно говоря, не помню. Здесь у нас вот такой вот термометр. Вот. Вроде бы не мятый. Все у нас упаковано. Здесь вот такие характеристики. В общем-то, он, по идее, должен мерить и температуру тела, и воды, и поверхности, там и так далее. Искал именно универсальный. Вот. Так как иногда бывает, там воду, например, померить в кружке, да, сколько температура, а он как бы нечем, да. Здесь, собственно, пусто. Здесь такие вот какие-то бумажки непонятные, все на английском, на китайском. Инструкция у нас только на английском. Тут вот тоже прописаны характеристики. Вот, собственно, тут придется, наверное, юзать переводчик. Перейдем мы к самому термометру. Он у нас идет без батареек. Там можно было заказать с батарейками, можно без. Я заказал без батареек, так как аккумуляторы у меня есть. Сейчас мы их вставим, включим и уже будем смотреть, что там получается. Так, батарейки у меня, вернее, аккумуляторы тоже Pixel. Вот такие вот у них характеристики. Вот 850 ампер-час. В принципе, тоже неплохие аккумуляторы за свою цену. Тоже беру с AliExpress. И, собственно, тут у нас, по-моему, вот так вот вставляются они. И что у нас тут получается? Так, здесь у нас находится меню. То есть set — это вход в меню, плюс-минус, собственно, регулировка. И модель, собственно, этого термометра. Здесь у нас, я так понимаю, датчик. И здесь вот такие вот характеристики на нем. Так, дальше. В руке обычный пластик. Как бы корпус из пластика. Здесь такая шероховатость, наверное, чтобы не скользил. Вот, включается нажатием на вот эту кнопку. И надеюсь, что будет нормально видно. Экран вот засвечивается. И вот так поближе постараюсь. Итак, что мы видим на дисплее? Дисплей у нас зеленым показывает. Вот эта кнопка Set — это переключение между режимами. То есть режим Body — это получается тело, это поверхность.
ну, курком, соответственно, кнопкой вот этой меряем температуру. Дальше вход в меню. У нас на дисплее еще мы видим батарея и динамик, то есть звук. Потом удерживаем кнопку Set, заходим в меню. У нас меню состоит из F1, F2, F3, F4. Память, вот то, что он там запомнил. Итак, удерживаем Set, заходим в F1, и у нас вот C, видите, мигает. Это у нас измерение. Или по Фаренгейту будем мерить, или по Цельсию. Ну, у нас Цельсий, поэтому по Цельсию. Сохраняем F2. F2 это у нас порог будет сигнала. То есть здесь можно меньше сделать, можно больше, соответственно, плюс-минус. Ну, здесь по умолчанию 37,9. Мы его оставим 37,9. Сохраняем F3. F3 у нас это погрешность. То есть мы меряем температуру, например, ну, каким-то ртутным, да, тело померили, и этим. И если они там не сходятся, то здесь можно подрегулировать погрешность, минус там какое-то число или плюс там какое-то число, да, чтобы он плюс-минус как бы одинаково показывал и погрешность была. Но я ставлю пока 0, потом уже буду с ним играться. F4 это у нас звук можно выключить и можно включить, ну плюс-минус, естественно. Динамика гаснет и загорается. Ну вот, собственно, и все, что я могу на сейчас вам об этом рассказать. Вот, то есть такой, в принципе, универсальный термометр. Можно мерить температуру тела и какие-то предметы. Вот. По поводу тела я сейчас, ну не знаю, давайте вот на руке замерю. 35,9 показывает. Не знаю, насколько это верно. В общем, я сейчас что сделаю? Смерю температуру ртутным градусником и померяю на лбу, например, и там, не знаю, на шее этим градусником. Вот. И что у нас получится. Поделюсь, то есть, что у меня из этого получилось. Итак, ребята, в общем, температуру я себе померил. У меня получилось вот так вот 36,2. Да, надеюсь, видно. Вот, и сейчас я себе на лбу тоже померяю. Так. На лбу вот у меня 36,3 показывает. До этого так, вот 36,3 я мерил, и до этого 36,2 я мерил. Ну сейчас еще разок на шее. Вот, видите, 36,3. И контрольный сейчас еще на лбу. Ну вот, 36,3. В принципе, как бы нормально. С этим 36. И 2 еще раз. Ну, в общем, погрешностей я бы сказал, в принципе, нету, потому что, как бы, особо разницы-то я не заметил. То есть, несколько раз я мерил этим термометром электронным, и 2 раза я мерил вот этим. В принципе, вот это показывает 36,3, 36,2, то есть вот я мерил подмышкой, да, вот держал его 5 минут, вот. И этот вот показывает, вы видели, 36,3 в основном, ну 36,2 тоже бывает. Поэтому я думаю, что это небольшая погрешность, вот. А по поводу предметов, я не знаю, ну сейчас я вам попробую, не знаю даже на чем показать. Ну, любой предмет там. Вот у меня рядом стоит компьютер, да. Сейчас я его направлю вам. Вот компьютер. Вот можно тут как-нибудь, не знаю, померить вот этого, например, видеокарты. Сейчас мы переключим. Вот. 37,6.
показывает. Вот, ну не знаю, поверхность вот самого корпуса 35,4. Ну как это проверить, я не знаю, честно говоря, но сам факт, что меряет, поэтому как бы термометр рабочий, то есть все нормально. В принципе, для моих нужд мне этого термометра хватает, можно воду померить, поверхность какую-то тоже можно померить. Так, термометр этот мне обошелся вот в такую сумму. Доставили, в принципе, довольно быстро. Что касаемо его, здесь вот был купон, но, к сожалению, истекший, и я его не получилось применить. Так, касаемо описания, здесь вот кратко можно про него почитать. Вот, кому интересно, нажмете на паузу. Вот. И, собственно, здесь вот пишут 1,7 дней, все дела. И по отзывам, в принципе, термометр, как оказался, неплох. То есть плохих отзывов, в принципе, очень мало. И это, я не знаю, как, конечно, они решались, но кто-то, может, не разобрался с меню там или еще с чем-то, у кого-то он показывал там с какой-то, как бы, не откалиброван, может, погрешность была. Вот, то есть писали, как бы, отзывы, как были не очень хорошие, да, так и положительные, но в основном отзывы были положительные. Термометр этот показывает, если нормальная температура, то есть будет зелененьким экранчик гореть. Если 37,5, 37,9 будет таким оранжевым, и красным, то есть 38,42. То есть вот при таких температурах будет загораться разными цветами экраны. Вот, это, в принципе, тоже как бы удобно. В целом мне понравился этот прибор, буду пользоваться, юзать. Вот, не знаю, насколько его хватит, но, в принципе, за такие деньги мне он зашел. Вот, что касаемо температуры, в принципе, показывает довольно точно, плюс-минус там, как бы с ртутным они совпадают. Вот, поэтому я тут как бы не вижу никаких нюансов. Вот. Ну, а что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях. Я буду заканчивать. Всем желаю здоровья, удачи. Не забудьте поставить лайк и подписаться. Всем спасибо. Всем пока.